В состав авиагруппы из 70 летательных аппаратов должны были войти тяжелые палубные истребители Су-33М или Су-27К по ранней классификации – 60 штук. Самолеты радиолокационного дозора Як-44РЛД – 4 штуки. Противолодочные вертолеты К-27 – 2 единицы. Поисково-спасательные вертолеты К-27ПС – 2 единицы. При базировании самолетов Як-141 ими предполагалось управлять при помощи вертолета радиолокационного дозора и наведения К-252РЛД. Для учебных целей предполагалось наличие самолетов МиГ-29 Куб и Су-25 УТГ. Максимальная длина крейсера составляла более 324 метров. Корабль имел свободную от носа до кормы полетную палубу длиной 228 метров и оснащался 2 паровыми катапультами «Маяк», а также трамплином и 4 аэрофинишерами. Угол трамплина составлял 14 градусов. Его длина 51 метр, ширина на сходе 27 метров. Для хранения летательных аппаратов под палубой имелся ангар. На полетную палубу их поднимали при помощи 3 подъемников грузоподъемностью по 50 тонн. В кормовой части размещалась оптическая система посадки «Луна». Посадка самолетов должна была производиться на аэрофинишеры в кормовой части полетной палубы. Для подачи авиационного боезапаса из погребов имелось 12 лифтов. Корабль имел полное водоизмещение более 79,5 тысяч тонн. Надстройка «Остров» насчитывала 13 ярусов и имела в высоту 32 метра. По общей архитектуре она была близка к надстройкам предыдущих кораблей серии. Корпус корабля, выполненный в основном из броневой стали, на всем протяжении имел двойное дно. Непотопляемость обеспечивалась при затоплении 5 смежных отсеков общей длиной не менее чем 20% длины корабля. Всего корпус делился на 20 водонепроницаемых отсеков. Также имелось второе дно и 2 водонепроницаемые платформы. Ульяновск имел 4 атомных реактора общей мощностью 280 тысяч лошадиных сил. Помимо этого имелись 4 паровых турбины. С 1988 года предприятиями-участниками началось изготовление основного и вспомогательного реакторного оборудования. Разработка атомных установок для нового авианосца проводилась на базе освоенных в производстве реакторов КН-3, которые устанавливались на атомных крейсерах типа «Киров», только форсированного типа с продленным до 12 лет ресурсом активной зоны за счет применения высокообогащенного урана. Установка проектировалась с обеспечением новых повышенных требований по безопасности. К реализации намечались все самые современные технические решения того периода. Корабельной атомной энергоустановки с такими характеристиками в мире до этого не было. При мощности турбогенераторов около 300 МВт и мощности вспомогательных систем 27 МВт общая мощность составляла 810 МВт, что почти что вдвое превышало таковую на американских авианосцах. При этих показателях паропроизводительность дошла бы в час до 900 тонн пара при его температуре в 475 градусов. Скорость полного хода крейсера составляла 30 узлов. На вспомогательных паровых котлах корабль мог дать ход в 10 узлов. Дальность плавания и мореходность неограниченная. Экипаж составлял 2300 человек, авиагруппа 1100, штаб флагмана 40 человек, автономность 120 суток. Предполагалась отработанная на предыдущих кораблях система организации. 7 боевых частей, 4 службы и 3 команды. Боевая часть 1 – штурманская. Боевая часть 2 – ракетно-артиллерийская. Боевая часть 3 – минно-торпедная. Боевая часть 4 – связи. Боевая часть 5 – электромеханическая. Боевая часть 6 – авиационная.
Боевая часть 7 – радиотехническая. Службы – медицинская, химическая, живучести и снабжение. Команды – управление, комендантское и боцманское. Ракетное вооружение корабля составляло 12 противокорабельных ракет «Гранит» в подпалубных установках, многоканальный ЗРК самообороны «Кинжал». Ракетно-артиллерийский комплекс самообороны «Кортик» работал в режиме дострела прорвавшихся после «Кинжала» ракет или по мелким надводным целям, включая мины. Также на крейсере имелось противолодочное и противоторпедное вооружение. По своей радиоэлектронной начинке Ульяновск вобрал в себя все достижения советского ВПК. Радиотехнические системы включали в себя BIOS Трон Дипломат, при помощи которой системы ПРО были объединены в единый автоматизированный контур, авиационную BIOS-систему наведения истребителей «Газон», навигационный комплекс «Андромеда», комплекс средств связи, систему космической связи «Центавр», комплекс обнаружения воздушных и надводных целей с системой обработки информации «Марс-Пассат», резервные РЛС общего назначения МР-650 «Подберезовик» и обнаружение низколетящих воздушных целей МР-350 «Подкат-М». РЛС управления полетами «Резистор К-4», навигационная РЛС «Волга», автоматизированный комплекс средств РЭП ТК-146 созвездия БР. Необходимо понимать, что советской промышленности создание нового корабля такого класса далось не просто так. Для закладки Ульяновска пришлось серьезно модернизировать Черноморский судостроительный завод. Была осуществлена реконструкция стапелей, построены новая достроечная набережная и ряд дополнительных производств. На намывной территории планировалось расположить внушительный блок монтажно-достроечных цехов площадью 50 тысяч квадратных метров. Там же должны были располагаться новые производственные мощности для достройки атомных тяжелых авианесущих крейсеров. На завод стала поступать самая современная лазерная и плазменная техника. Монтировались новейшие японские станки по обработке крупногабаритных листов металла, а также шведская сборно-сварочная линия. Завод освоил ряд новых производств, включая негорючие пластики и бортовые самолетоподъемники. В результате всех модернизаций Черноморский судостроительный завод превратился в уникальный современный завод по строительству самых крупных боевых кораблей новейшим блочным способом. Сборочный цех для корабельных атомных реакторов был готов уже к концу 1989 года. Вскоре приступили к сборке самих реакторов. Все необходимые компоненты для сборки этих агрегатов – корпуса, парогенераторы, насосы, фильтры – поступили на завод в 90-91 годах. Один из блоков был успешно сварен, второй подготовлен к сборке. Для перевозки атомных реакторов от места расположения будущих монтажно-достроечных цехов к козловым кранам стапеля был построен специальный понтон. Монтаж готовых блоков осуществлялся при помощи двух самых крупных в СССР 900-тонных кранов. Каждый из них имел собственную массу в 3500 тонн и ширину пролета 140 метров. Ульяновск был разбит на 29 блоков, каждый из которых имел массу до 1700 тонн. Строительство корабля шло интенсивными темпами, и к середине 1991 года корпус Ульяновска на стапеле достигал 27 тысяч тонн. Кормовая секция крейсера была доведена до уровня верхней палубы. Готовность корпуса корабля составляла около 70%. Часть механизмов и оборудования были уже смонтированы, а общая готовность доведена до 18,3%. Завод был полностью готов к установке на Ульяновск атомных реакторов. Для понимания масштабов проекта приведем еще несколько цифр. Стоимость строительства была определена в 800 миллионов рублей, а общая стоимость с вооружением и расходами на проектирование составляла колоссальную по тем временам сумму в 2 миллиарда советских рублей. К созданию корабля было подключено около 600 заводов со всей страны. За то, что уже было сделано, бюджет СССР заплатил примерно 180 миллионов рублей по курсу 1991 года.
В декабре 1995 года Ульяновск должен был вступить в строй. Стапельный период определялся в 2 года 8 месяцев. На заводе началась подготовка к строительству заказа 108, которым должен был стать следующий атомный авианесущий крейсер. А 26 декабря 1991 года произошло официальное прекращение существования СССР как государства. Августовские события, которые этому предшествовали, негативно отразились на всех отраслях экономики некогда могучей страны. Не стал исключением и завод в Николаеве. Уже 1 ноября 1991 года атомный тяжелый авианесущий крейсер «Ульяновск» был исключен из состава ВМФ СССР, и финансирование проекта прекратилось. Вместе с ним остался за бортом при технической готовности в 70% находившийся на плаву тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». Некоторое время Черноморский судостроительный завод на собственные средства осуществлял на них плановые работы. Но в начале 1992 года Россия и Украина окончательно отказались от дальнейшего строительства кораблей. Недостроенный атомный крейсер оказался никому не нужен. Часть руководства завода предлагала самостоятельно достроить и спустить корабль на воду. Через какое-то время на Черноморском заводе появляется гражданин США, вице-президент крупной корпорации, и предлагает купить корабль на лом по очень выгодной цене в $550 за тонну. В сложившейся ситуации это были неплохие деньги, и руководство завода соглашается на эту сделку. Распоряжением от 4 февраля 1992 года, подписанным украинской стороной, с 5 февраля 1992 года, не дождавшись полного оформления контракта, была начата разделка корпусных конструкций Ульяновска. После того, как корпус крейсера был разрезан уже на 40%, на заводе появился представитель покупателя лома и сообщил, что готов купить лом только по цене примерно в 5 раз ниже оговоренной ранее. Руководство завода было ошарашено. Собственно, на этом все переговоры и закончились. А через некоторое время порезанный металл, который так никто и не купил, грудами лежал на огромной площади завода. Затраты на разборку составили примерно 80% от трудоемкости создания корабля. К 29 октября 1992 года нулевой стапель Черноморского судостроительного завода в Николаеве был свободен. Проект 1143-7 перестал существовать. Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки. Думаю, что фильм вам понравился. А сам уже спешу работать над новой темой. До встречи.